Налет дронов на Москву не прошел бесследно. Кого контузило в Кремле? Катастрофа в Подмосковье после атаки беспилотников. Жители в панике. Шокирующие последствия. Срочный и значительный пересмотр расходов на войну. К чему готовится правительство России? Масштабнейший пакет помощи для Киева. Сразу несколько стран готовы завалить Украину оружием. Сотни тысяч дронов и сотни ракет готовы ударить по России. Большие проблемы у главной российской спецслужбы. Острая нехватка кадров вынуждает ФСБ идти на крайние меры, что меняют на Лубянке. Паника в рядах Z-блогеров. Один предсказал уличные бои в Москве, другой подсказал ВСУ новые цели в собственной столице. Об этих и других событиях к утру пятницы 19 июня. Доброе пятничное утро, последний рабочий день недели, и спасибо, что начинаете его вместе с Нехта. Я Олесь Корниенко. Поехали. Пока украинские дроны бомбили Москву, а ее жители не знали, куда прятаться, Путин был в безопасности, участвуя в саммите в Казани. Как видно, настроение хозяина Кремля крупнейший налет БПЛА на столицу России не омрачил. Опытный геополитик улыбался и в очередной раз давал гостям мастер-класс по использованию наушников. А вот кремлевскую пропаганду этими взрывами как будто контузило. Даже прожженный Владимир Соловьев надолго завис в прямом эфире. Оторопели и новостные редакции федеральных телеканалов. Утренний выпуск НТВ уделил новости об ударах по Москве чуть больше минуты. Россия-1 – 36 секунд, а на первом и того меньше. Причем самая массированная атака дронов на столицу страны не заслужила у редакторов стать первой новостью. Правда, чуть позже Соловьев пришел в себя и обрушился с критикой. Но не на Путина или руководство армии, или хотя бы на ПВО, а на москвичей. Не истерить. Понять, что война идет. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Тех, кто публикует видео ударов, пропагандист призвал сажать в тюрьму. Путин с комментариями такого рядового события, как бомбежка Москвы, не спешил. За него отдуваться пришлось Юрию Ушакову. Обратите внимание на этот обиженный голос помощника Путина. Это все, можно сказать, не приближает такие личные контакты между главой киевского режима и нашим президентом. Не приближает. А ведь совсем недавно и Ушаков, и Песков, и сам Путин, глумясь, звали Зеленского в Москву. А что теперь случилось-то? А вот российские вояки бодро отрапортовали об очередных рекордах. Они якобы сбили более 1000 украинских дронов и других летающих боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 992 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Такого числа не фиксировалось за все время войны. В общем, СВО идет по плану. Правда, этот план больше напоминает сон Сергея Шнурова из известной песни про сгоревшую Москву. После атаки на московский НПЗ жители Балашихи начали жаловаться на странный налет и запах гари. Все тачки в таком непонятном состоянии.
По словам очевидцев, после дождя на машинах, одежде и подоконниках остались темные следы, похожие на нефтепродукты. Местные жители связывают это с пожаром на нефтеперерабатывающем заводе, который второй раз за неделю оказался под ударом украинских дронов. Власти, впрочем, уверяют, что все в порядке. В Мосэкономмониторинге заявили, что ухудшение качества воздуха не зафиксировано, однако фотографии темного налета уже активно распространяются в соцсетях. Сотни дронов над Москвой, взрывы в жилых районах и пожары, но многие жители узнали об атаке не от властей, а по звукам за окном. После крупнейшего налета беспилотников москвичи и жители Подмосковья начали массово жаловаться на отсутствие сирен и предупреждений. По словам очевидцев, никаких СМС или сигналов тревоги они не получали, хотя атака продолжалась несколько часов. Люди рассказывают, что поняли, что происходит только после взрывов, пролета дронов и сообщений в соцсетях. Жалобы поступали из Раменского, Красногорска, Котельников и других районов Московской области. Удары по Москве не отрезвили хозяина Кремля. Путин демонстрирует, что он азартный игрок и идет ва-банк, поставив на войну последнее. По данным Bloomberg, военные расходы России в следующем году могут вырасти почти на 40%. Вместо запланированных 13 триллионов рублей на оборону власти могут потратить около 18. Если добавить финансирование МВД, Росгвардии, спецслужб и других силовых структур на безопасность и войну, будет уходить почти каждый второй бюджетный рубль. При этом дефицит казны уже превысил 6 триллионов рублей и оказался больше, чем за весь прошлый год. Источники Bloomberg утверждают, что экономический блок правительства предупреждал Путина. Такие расходы становятся слишком тяжелым бременем для экономики, но Кремль сделал другой выбор. Пока денег не хватает на все остальное, война остается статьей расходов, на которой экономить не собираются. Как там было в анекдоте про подорожание водки, алкоголика и его несчастного ребенка? Папа будет меньше пить или сын меньше есть? Пока Россия увеличивает военный бюджет, союзники Украины увеличивают поставки оружия. Только Великобритания готовит новый пакет помощи почти на $1 миллиард. Лондон объявил о выделении 752 миллионов фунтов на поддержку Киева. Эти средства пойдут на производство украинскими компаниями 150 тысяч дронов, а также на закупку 350 зенитных ракет и современных радаров для усиления ПВО. Чуть раньше с похожим заявлением выступили власти еще двух европейских стран. Швеция направляет $108 миллионов на закупку американского оружия для Украины, а Нидерланды выделяют 500 миллионов евро. Половина этой суммы пойдет на закупку вооружений за океаном, а еще 250 миллионов на закупку беспилотников для Украины у нидерландских производителей. Свою лепту внесет еще одна страна. Об этом сообщил сам Владимир Зеленский. Бельгия готовит новый весомый пакет помощи и взнос в программу Пюрл. Также обсудили график поставок истребителей F-16. Первые поступления будут уже в этом году. Похоже, последние события на фронте и беседы во время саммита Большой Семерки придали новый импульс западной поддержке. Особый цинизм проявили англосаксы. Миллиард, который выделят британцы, будет взят из дохода от использования замороженных российских ресурсов. То есть в определенном смысле удары по агрессору будут финансироваться самим агрессором. Опять Путин всех переиграл. Один из взрывов на московском НПЗ привел дополнительно ко взрыву в соцсетях. Как оказалось, волной подбросило вверх круглую крышку резервуара. Вид огромной круглой детали сразу породил море мемов. Основные мотивы – ассоциации с НЛО. Но не только. Над сорванной крышей хозяина Кремля тоже вдоволь поиздевались. Прокремлевские креативщики постарались исправить ситуацию и представить летящую крышку в виде щита исполинского Владимира Путина. Правда, там внизу у этого богатыря что-то подгорает. Кстати, что больше всего понравилось вам? Делитесь.
Европа может закрыть одну из дверей для тех, кто бежит от российской агрессии. Глава Еврокомиссии предложила сохранить временную защиту для украинцев, но ограничить круг тех, кто сможет ею воспользоваться в будущем. Детали пока не раскрываются, но в предложении Урсулы фон дер Ляйен есть оговорка о том, чтобы не подрывать возможности Киева к обороне. Как пишет Шпигель, это может означать ужесточение правил въезда и предоставление временной защиты для мужчин призывного возраста. Евросоюз все чаще обсуждает, как совместить поддержку беженцев с потребностями Украины в мобилизационном ресурсе. Ранее Германия, Швеция и Австрия уже выступали за ужесточение правил для военнообязанных граждан Украины. Случилось нечто невероятное. Похоже, в ведомстве, основанном Феликсом Дзержинским, стало совсем туго с кадрами. Российская ФСБ решила заметно снизить требования к физической подготовке для будущих контрактников. Согласно проекту приказа, на который обратила внимание Верстка, прежние нормативы сохранят только для самых молодых кандидатов. Для мужчин и женщин старше 20 лет проходной балл сократят примерно на четверть или даже на треть, а для старших возрастных групп требования урежут еще сильнее. Например, мужчинам старше 50 лет теперь будет достаточно набрать всего 60 баллов, это почти на 60% меньше действующего норматива. Для женщин старше 45 лет требования сократят наполовину. Почему спецслужба решила пересмотреть правила, в документе не объясняется. Как там в известной поговорке было? У настоящего чекиста должны быть слабые руки и холодные ноги. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Взрывы в Москве, похоже, контузили не только телепропагандистов Кремля, но и Z-блогеров. Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин сделал комментарий в стиле Карлсона из мультика. Такие налеты – дело житейское. Укрой ушко уголком одеяла и спи. Не повезет, Господь так распорядится. Сам не заметишь переход в другой мир. Повезет, откопают. По мнению Стешина, беспокоиться нужно, цитирую, только когда под окнами начнет бить самоходный миномет, а пока все пустое. То есть военкор уже допускает такие бои на улицах Москвы. Илья Туманов, более известный как Файтер-бомбер, написал, что вокруг Москвы создана система противовоздушной обороны, равной которой нет в мире. Через некоторое время он решил удалить эту двусмысленную фразу, а своих читателей попросил сжать булки. Оптимист. А вот военкор Игорь Дмитриев от волнения и вовсе стал подсказывать ВСУ новые цели в Москве. На юге области, откуда прилетают дроны в Капотню, нефтебазы вдоль шоссе, газоперерабатывающие предприятия и крупнейшая ТЭЦ страны. В том же почти районе, буквально среди жилых кварталов, головное предприятие по производству твердого ракетного топлива для баллистических и зенитных ракетных комплексов. Производство, судя по всему, никуда не вынесли, взрыв там серьезное дело. На юге же производство противотанковых и зенитных ракет, единственный в стране производитель скафандров и катапультных кресел для боевой авиации. Недавно представители ВСУ уже поблагодарили пророссийского блогера Шария за предоставленные координаты цели. Анатолий Шарий, огромное вам спасибо. Вполне возможно, что похожая благодарность ждет и Дмитриева. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.